Хадис передает Абдул-Рахман ибн Абу Бакра от своего отца, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Разве я не сообщу вам о величайших грехах?» Мы сказали: «Конечно, о посланник Аллаха». Он сказал: «Предание сотоварищей Аллаху и непочтительность к родителям». Затем он сел, опираясь, до этого он был полулежа, и сказал: «И ложное слово или дача ложных показаний». И он повторял это, пока мы не сказали, если бы он замолчал. Потому что мы были потрясены серьезностью сказанного и не могли больше слышать о таком тяжком грехе. Сахих аль-Бухари, хадис номер 2654, и Сахих Муслим, хадис номер 87. Этот хадис указывает на то, что после веры в единого Аллаха самым важным является проявление почтительности и послушания к родителям. Упоминание непочтительности к родителям и ложных показаний наряду с ширком подчеркивает, насколько тяжкими считаются эти грехи. В 23-м аяте суры Аль-Исра Аллах велит: «Не поклоняйтесь никому, кроме Него, и будьте добры к родителям. Если один из них или оба достигнут старости при тебе, не говори им даже «уф» и не прикрикивай, а обращайся к ним с уважением и мягкостью». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Родитель – это средние врата рая. Если хочешь, теряй эти врата, а если хочешь, храни их». Сунан ат-Тирмизи, хадис номер 1900, хадис достоверный. В этом хадисе родитель уподоблен срединным вратам рая, самым прямым, широким и благословенным путем к довольству Аллаха и вечному спасению. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, показывает, что почтение и забота о родителях не просто обязанность, а уникальная возможность заслужить рай. А потеря этих врат означает упущение великой милости. Этот образ учит нас беречь родителей при жизни и быть благодарными за каждый миг, пока они рядом. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Довольство Аллаха находится в довольстве родителей, а гнев Аллаха в их гневе». Сунан ат-Тирмизи, хадис номер 1899. Хадис достоверный. Этот хадис подчеркивает прямую связь между отношением к родителям и отношением Всевышнего к человеку. Аллах показывает нам: когда родители довольны, открывается его довольство, а когда родители гневаются, это становится причиной гнева Аллаха. Такая формулировка напоминает о великом духовном весе родительского сердца. Их настроение и отношения не просто эмоции, а отражение высшей воли. Почитание родителей – это не только долг, но и путь к божественному довольству. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Да будет проклят тот, кто оскорбляет своих родителей». Сунан Абу Дауд, хадис номер 5140. Хадис достоверный, сахих. В этом хадисе звучит сильнейшее предупреждение. Аллах проклинает того, кто проявляет грубость и неуважение к своим родителям. Это не просто грех, а духовная катастрофа. Такие слова пророка, мир ему и благословение Аллаха, показывают, насколько велико значение почтения к родителям в исламе. Оскорбление их приводит к потере бараката, милости и духовной защиты. Беречь язык и сердце в отношении родителей означает сохранить связь с довольством Аллаха. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «3 мольбы принимаются без сомнения: мольба родителя за своего ребенка, мольба постящегося и мольба путника». Сунан ат-Тирмизи, хадис номер 1905. Почему именно эти мольбы упомянуты пророком, мир ему и благословение Аллаха? Эти 3 мольбы исходят из чистого, искреннего сердца, незамутненного корыстью. Родитель обращается к Аллаху с глубокой любовью и заботой о своем ребенке, желая ему блага в обоих мирах. Постящийся очищает душу и приближается к Творцу, особенно в минуты слабости и смирения. А путник, оставив привычный комфорт,
находятся в состоянии нужды и полной зависимости от Аллаха. Их молитвы исходят из глубины сердца, и именно поэтому пророк, мир ему и благословение Аллаха, обещал: такие дуа не останутся без ответа. Абдуллах ибн Умар, да будет доволен им Аллах, встретил бедуина на пути в Мекку, посадил его на своего осла и отдал ему тюрбан, который носил на голове. Когда его спросили о причине такой щедрости, он ответил, что отец этого человека был другом его отца, Умара ибн аль-Хаттаба. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: одним из лучших проявлений благочестия является поддержание связи с друзьями отца после его смерти. Сахих Муслим, хадис номер 2552. Эти слова пророка, мир ему и благословение Аллаха, учат нас, что сыновний долг не заканчивается со смертью родителей. Истинное благочестие проявляется не только в молитвах за умерших, но и в сохранении добрых отношений с теми, кто был близок отцу при жизни. Это знак верности, благодарности и продолжения благого наследия. Такой поступок укрепляет родственные и дружеские связи, приносит баракат в жизнь и становится постоянным добрым делом, приносящим награду усопшему даже после его смерти. Передается от Абу Хурейры, что один человек спросил пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Кто из людей наиболее достоин моего хорошего обращения?» Пророк ответил: «Твоя мать». Он повторно спросил: «А потом кто?» Пророк ответил: «Твоя мать». Тот человек еще раз спросил: «А потом кто?» Пророк, мир ему и благословение Аллаха, еще раз ответил: «Твоя мать». Человек четвертый раз спросил: «А потом кто?» Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Твой отец». Сахих аль-Бухари, хадис номер 5971. Сахих Муслим, хадис номер 2548. В 14-м аяте суры Лукман говорится: «Мы заповедали человеку быть благодарным своим родителям. Его мать носила его, испытывая тяготы, и отнятие от груди происходило спустя 2 года. Благодари меня и своих родителей. Ко мне предстоит возвращение». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, трижды подчеркивает важность матери, потому что она переносит вынашивание, роды, кормление, бессонные ночи. Ее любовь бескорыстна, а жертва остается безмолвной. Только потом упоминается отец, не как менее важный, а как следующий в порядке благодарности. Так ислам выстраивает порядок почтительности. Он начинается в сердце, проявляется в словах и подтверждается делами. Один человек пришел к Ибн Умару и сказал: «Я совершил великий грех. Есть ли для меня покаяние?» Ибн Умар спросил: «Жива ли твоя мать?» «Нет». «Есть ли у тебя тетя по матери?» «Да». Тогда Ибн Умар сказал: «Будь почтителен к ней, ведь я слышал, как пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: поистине, почтительность к тете по матери является частью почтительности к матери». Аль-Адаб Аль-Муфрад, хадис номер 4. Хадис достоверный по оценке шейха Аль-Албани. Этот хадис показывает, что даже после великого греха почтительность к матери, а если ее уже нет, то к ее сестре, становится путем к очищению и покаянию. Такая верность становится причиной духовного возвышения и надежды на прощение. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Одним из величайших грехов является оскорбление человеком своих родителей». Сподвижники спросили: «О посланник Аллаха, как может человек оскорблять своих родителей?» Он ответил: «Он оскорбляет отца другого человека, и тот в ответ оскорбляет его отца. Он оскорбляет мать другого, и тот в ответ оскорбляет его мать». Сахих аль-Бухари, хадис номер 5973. Сахих Муслим, хадис номер 90. Этот хадис показывает, насколько строго в исламе запрещено любое поведение, которое может привести к оскорблению родителей. Даже если человек напрямую не унижает их, но своими словами или поступками провоцирует других на ответное оскорбление.
он все равно считается виновным. Это напоминание о том, как важно беречь честь семьи, уважать родителей и быть осторожным в общении с другими, чтобы не навредить их достоинству даже косвенно. Эти слова пророк, мир ему и благословение Аллаха, произнес, обращаясь к сподвижникам, и переданы от Анаса ибн Малика. Кто желает, чтобы его удел был увеличен и его жизнь продлена, пусть поддерживает родственные связи. Сахих аль-Бухари, хадис номер 5985, Сахих Муслим, хадис номер 2557. Родственные связи, на арабском силят ар-рахим, что означает поддержание родственных связей, начинаются с родителей, а затем распространяются на всю родню. Этот хадис показывает, как духовная добродетель влияет на материальную сторону жизни. Почтительность к родителям и забота о родственниках становятся путем к баракату, принося увеличенный удел, долголетие и внутреннее спокойствие. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, указывает, что семейные отношения формируют не только нравственный облик человека, но и его судьбу. Забота, уважение и поддержка внутри семьи становятся причиной жизни, наполненной смыслом и благословением. Сообщается со слов Ибн Аббаса: «Да будет доволен им Аллах», что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нет ни одного мусульманина, у которого есть живые мусульмане-родители, и он каждое утро проявляет к ним почтительность, стремясь к довольству Аллаха, то Аллах откроет для него 2 врата из врат рая. А если жив один из них, то 1 врат. А если он разгневает одного из них, то Аллах не будет доволен им, пока этот родитель не будет доволен». Сунан ибн Маджа, хадис номер 3653. Хадис надежный, согласно оценке шейха Аль-Албани. Этот хадис подчеркивает, насколько велико положение родителей в исламе. Если человек стремится радовать своих родителей ради довольства Аллаха, ему открываются врата рая. Это не просто образ, а реальное духовное вознаграждение. Через любовь, внимание и заботу к родителям открывается путь к вечному блаженству. Такое отношение очищает сердце, наполняет душу светом и делает человека любимым рабом Аллаха. Даже обычное утро, начатое с искренней заботы о родителях, может стать причиной вечного счастья. Абдуллах ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я спросил пророка, мир ему и благословение Аллаха, какое дело является наилучшим?» Он ответил: «Молитва в ее установленное время». Я спросил: «А потом какое?» Он сказал: «Почтительность к родителям». Я спросил: «А потом какое?» Он сказал: «Джихад на пути Аллаха». Сахих аль-Бухари, хадис номер 527. Сахих Муслим, хадис номер 85. Этот хадис напоминает другие высказывания пророка, мир ему и благословение Аллаха, где подчеркивается превосходство служения родителям над джихадом. Но здесь выделяется особенность – последовательное разъяснение приоритетов, выстроенных самим пророком, мир ему и благословение Аллаха. Сначала молитва, как основа связи с Аллахом, затем почтительность к родителям, как высшая форма нравственности и поклонения. И только после этого джихад. Такой порядок указывает на глубину исламской этики, где великое начинается с самого близкого, с заботы о родителях. Пусть Аллах дарует здоровье и долголетие всем живым родителям, а тем, кто покинул этот мир, прощение, свет в могиле и высокие степени в раю. О Аллах, прими нашу благодарность, прости наши упущения перед родителями и сделай нас из тех, кто будет для них причиной довольства и награды. Амин.